Мы указываем вам путь. Санат Кумара, 15 марта 2005 года. Я есмь Санат Кумара. Я пришел. Стало традицией давать диктовки через этого посланника. Мы продолжим до тех пор, пока не изменятся внешние или внутренние обстоятельства. Слишком большая редкость получить при нынешнем состоянии в мире достаточно чистый проводник для восприятия нашей информации. Вы столкнулись в своем сознании с некоторым сомнением при чтении этих диктовок. Действительно, есть некоторое отличие в предоставляемой информации от того, как эта информация подается через других людей, посланников, находящихся в воплощении. И это отличие связано с большей откровенностью. Мы стараемся не столько дать информацию в русле старых учений, полученных вами за последнее время, но стараемся расширить ваше понимание о тонком мире. Любая система мировоззрения, какой бы стройной она ни казалась, лишь приблизительно и весьма приблизительно описывает более тонкую реальность. Поэтому мы избрали другой путь. Давать информацию, не привязываясь ни к какой конкретной, уже существующей системе или терминологии. Как вы смогли заметить, мы не используем почти никаких терминов, уже применяемых в других религиозных и мировоззренческих системах. Расчет прост. Истина должна быть изложена так доступно, чтобы быть понятной даже ребенку. Вы заметили, какое усложнение порой присутствует в тех или иных системах. Да, устройство Вселенной очень сложное, и для человеческого сознания на данном этапе его развития вряд ли постижимо. Поэтому, как бы просто мы ни пытались изложить некоторые вещи, вы не способны их воспринять. Поэтому мы избрали другой путь. Это путь, дающий просто направление вашему сознанию, ориентирующий вас в верном направлении. Когда вы знаете, в каком направлении вам двигаться, то вы сможете сами предусмотреть все, что вам необходимо взять с собой в дорогу. Вы найдете и духовные инструменты, наиболее подходящие вам, и духовные практики, и духовные методики, но вы уже не будете блуждать здесь и там, потому что направление, внутренний ориентир, компас вашего сознания имеет верное направление. И это направление задается очень тонко и деликатно, чтобы не вызвать отторжение вашего внешнего сознания. Вы заметили, что вся или почти вся информация, передаваемая нами через этого посланника, приемлема вами. Ваше сознание ищет противоречий, ищет, за что может зацепиться ваш критический ум, и не находит.
Потому что чем выше уровень изложения истины, тем труднее найти противоречия. Пример может быть приведен такой. Вы видите перед собой вершину божественного сознания с блистающей белоснежной шапкой, которая ее покрывает. Но когда вы отправляетесь в путь к этой вершине, вы входите в лес, плутаете по расщелинам, карабкаетесь на скалы, и вы уже не видите вершины перед собой. Это похоже на то, как вы попадаете в структуру какой-либо церкви или организации со своими правилами, установками, догмами. Вас буквально опутывает непролазный кустарник из догм и правил. Никто уже не помнит, зачем эти правила были установлены, но от вас требуют, чтобы вы эти правила непременно соблюдали. Иначе вы будете или гореть в аду, или с вами случатся все вообразимые в вашем мире беды. Но если вы помните, постоянно помните о той вершине божественного сознания, к которой вы устремляетесь, то вы пройдете сквозь этот цепляющийся своими колючками за вас кустарник, и он не причинит вам вреда. Точно так же, если вы входите в густой лес, составленный из догм веками существующих религий, и вы уже не видите за этими догмами и правилами даже голубого неба, вы вспоминаете о божественной вершине, к которой вы держите путь, и находите выход из этого леса. Когда вы продолжаете путь и начинаете карабкаться по скалам и каменным расщелинам, составленным из новых учений, молодых и еще очень скользких и шатких, то вы вспоминаете о божественной вершине и получаете помощь и поддержку в виде руки друга или троса, спущенного вам вашими братьями, которые уже поднялись выше. Эти диктовки не для тех, кто нашел успокоение на лесной полянке, возле ручья, наполненной щебетом птиц и порхающими бабочками. Эти полянки подобны тем учениям и сектам, где вам внушают, что вы должны устремляться к блаженству, находясь в вашем мире. Вы должны всех любить, проявлять только хорошие человеческие качества. Не может быть совершенства в вашем мире. И чем дольше вы будете разыгрывать из себя святых, тем более болезненному удару вы подвергнетесь. Удару, который разбудит вас от сна на прекрасной полянке и побудит вас идти на вершину, превозмогая себя, превозмогая свое несовершенство. По мере подъема будут проявляться все ваши давние болячки, все травмы, полученные вами не только в этом воплощении, но и в прошлых. Вы будете продолжать двигаться вперед, превозмогая боль от этих травм, ушибов, ран, болезней. Наша задача – дать вам путь, дать вам верное направление, а пойдете вы сами, каждый своей индивидуальной дорогой. Но получив правильное направление, вы уже никогда не заблудитесь. Мы указываем вам путь,
к высочайшей вершине постижения божественной реальности. Вот путь. Идите, дерзайте, только не останавливайтесь в своем развитии. Вперед! Я есмь Санат Кумара, с вами на всем протяжении пути.